Феномен Хосе Педро де Фрейтаса, Арига. Уникальный врач Хиллер, один из ярчайших представителей нетрадиционной медицины, которого специалисты из ряда медицинских организаций США назвали терра инкогнита от медицины. Этот необразованный шахтер за последние 15 лет своей жизни вылечил более 2 миллионов больных, большинство из которых официальная медицина отнесла к разряду безнадежных, приговорив таким образом к смерти. Методика операций и инструменты, используемые Ариго, вгоняли дипломированных врачей в шок. Но лечение бразильца всегда имело стопроцентный успех. Хосе Педро де Фрейтас родился в небольшом бразильском городке Конгонас-ду-Кампу в штате Минас-Жерайс 18 октября 1921 года. Он едва закончил 4 класса начальной школы. Никакого специального образования Хосе не получил, поэтому при первой же возможности устроился работать шахтером. Позднее ему удалось скопить деньги на маленький ресторанчик, и тут 30-летнего мужчину, который только-только начал становиться на ноги и реализовывать свою давнишнюю мечту, накрыла глубочайшая депрессия. На постсоветском пространстве люди как-то несерьезно относятся к подобному диагнозу, считая, что депрессия – это блажь, лень и вообще бред больного воображения. А вот за рубежом человек, едва подметив у себя первые симптомы этой хвори, галопом бежит к ближайшему специалисту. Поскольку, как показала практика, с депрессией шутки плохи. Она способна наградить человека на редкость неприятными и трудноизлечимыми осложнениями. Так что врачи лишь за голову хватаются, не в силах понять, откуда растут ноги у очередной болячки. Вот и у де Фрейтаса проявился целый букет проблем: лунатизм, ночные кошмары, сильные головные боли и боли в глазах. По сравнению с этим, то, что он начал разговаривать во сне, казалось лишь досадной мелочью. К тому же болезнь прогрессировала, и вконец измучившийся владелец ресторанчика решил обратиться к врачам. Но профессионалы оказались бессильны помочь Хосе, как, впрочем, и местные священники. После 2 лет страданий и бесплодных попыток избавиться от болячек, де Фрейтас отправился к жившему в городе спириту сеньору Оливера. Тот, помолившись об исцелении посетителя, объяснил: обычными способами проблему Хосе решить не удастся, поскольку все дело в том, что через него пытается действовать дух. Трудно сказать, что это сообщение обрадовало де Фрейтаса. Однако в одну из последующих ночей к нему, по словам Хиллера, явился дух некого немецкого хирурга Адольфа Фрица, скончавшегося в 1918 году в Первую мировую войну, где-то в Эстонии. Доктор сообщил: впредь он будет лечить людей руками Хосе, и тот просто не должен ему мешать. В 1948 году де Фрейтас, которого знакомые именовали не иначе как Ариго, простак, заглянул к умирающей соседке. У женщины обнаружили раковую опухоль, удалять которую врачи не посчитали возможным. Глядя на страдания несчастной, бывший шахтер внезапно почувствовал, как погружается в странное состояние отстраненности. А голос призрачного доктора начинает шептать ему на ухо, какие действия и в какой последовательности нужно производить. Ариго, вооружившись кухонным ножом, подошел к больной, вырезал опухоль и, сведя края сильно кровоточащей раны руками, прижал их.
Спустя несколько мгновений кровотечение остановилось. Края разреза сомкнулись, быстро образовав шов, который в течение нескольких последующих часов постепенно бледнел и истончался. В итоге от проделанной операции не осталось и следа, а соседка Арига, признанная официальными медиками безнадежной, быстро поправилась и прожила еще очень много лет. Все произошло как в сказке. Но только эта сказка, видимо, для разнообразия, решила хоть ненадолго погостить в реальности. Затем Арига с помощью одного перочинного ножа удалил опухоль в легком у довольно известного политика. Рана зажила в течение нескольких часов, шрама на теле не осталось вообще, а медики при последующем обследовании констатировали невероятную вещь – опухоль исчезла. Интересно, что бразильский феномен проводил операции, явно находясь в состоянии аутогенного транса. При этом говорить он начинал с заметным немецким акцентом. Хиллер рассказывал, что во время работы постоянно слышит голос своего потустороннего коллеги, а в особо тяжелых случаях немец консультируется с духами известного японского хирурга и французского врача. Интересная вещь. Закончив работу, Арига никогда не мог вспомнить, как и что он делал. Да что там говорить, чудо-лекарь сам до смерти боялся крови. И однажды, посмотрев видеозапись собственной операции, попросту хлопнулся в обморок. Привести его в чувство участникам эксперимента удалось с большим трудом. Хотя, по правде сказать, упомянутые кинокадры и впрямь могли вызвать ощущение озноба даже у людей с очень крепкими нервами. Начнем с того, что Хиллер вообще не прибегал к анестезии. Тем не менее, его пациенты никогда не чувствовали боли. А ведь чаще всего это были широкополосные операции. Ни о каких специальных инструментах речь также не шла, поскольку Арига пользовался тем режущим предметом, который попадался под руку. Ножом от кухонного до перочинного, ножницами, бритвами. Не имел Хиллер также никакого понятия о стерильности. Проводя операции в таких условиях, от одного упоминания о которых у любого нормального хирурга волосы станут дыбом и появится горячее желание упечь человека, рискнувшего так работать, в психушку. Однако в обширной практике Хосе Педро де Фрейтаса не было ни единого случая послеоперационных осложнений или заражения. Примечательно, что кровотечение Хиллер останавливал легким нажатием рук, а в особо тяжелых случаях непонятным заговором. Раны, оставляемые им, заживали в течение нескольких секунд, а рубцы исчезали с кожи пациента в течение некоторого времени, от нескольких минут до 3 дней. Во время самой операции больные вели себя не одинаково. Кто-то бодрствовал, кто-то спал, как младенец, или впадал в транс. Но боли не чувствовал никто. И еще одну. Де Фрейт оставил безошибочные диагнозы, затрачивая на это всего несколько мгновений. Громкая известность пришла к Оригу в 1950 году. Проезжая через город Хоризонте, Хиллер остановился в местной гостинице. Там он узнал, что одним из посетителей этого заведения является знакомый ему сенатор Биттенкорт. Мужчины встретились, и сенатор пожаловался. Врачи лишь недавно смогли установить причину его плохого самочувствия – опухоль ободочной кишки. Но, к сожалению, делать что-либо уже поздно, поскольку опухоль уже
неоперабельна. В общем, Биттенкурту оставалось жить едва ли пару месяцев. Рано утром в номере у сенатора появился Ориго. Тоном, не терпящим пререканий, он велел больному лечь на кровать. Достал бритву и за несколько минут удалил из живота опухоль. Затем Хиллер повернулся и ушел, и не сказав больше ни слова. Все это время сенатор находился в каком-то трансе. Звучит дико, но боли он вообще не чувствовал. Придя в себя, пациент Ориго позвал сопровождавшего его сотрудника и внимательно осмотрел себя и комнату. Пижама оказалась порванной и запачканной кровью в том месте, где Ориго делал разрез. А на полу рядом с кроватью валялась опухоль размером с апельсин, но шва, полагавшегося при подобных операциях, на теле не было. Теперь у чудо-врача посетители только что двери не выбивали. К нему в Каноно-ду-Кампу начали съезжаться люди со всех концов света. Наконец, целителем заинтересовалась пресса. Так получилось, что акулы-пера изначально скептически подошли к деятельности Хиллера, сразу же окрестив его шарлатаном. Правда, были среди них и такие, которые пытались описать происходящее как чудо, но большинство СМИ твердило: Ориго – гнусный обманщик. К травле чудо-доктора подключились медицинская ассоциация и районный совет врачей. Им тоже самодеятельный хирург изрядно действовал на нервы. А поскольку объяснить феномен Ориго сходу не удавалось, его заклеймили позором. И в 1958 году упекли за решетку за шарлатанство. По счастью, у Хиллера нашелся высокопоставленный заступник. Его специальным указом вызволил из тюрьмы тогдашний президент страны Жуселину Кубичек. Мотивировал он свои действия просто. Ориго полностью вылечил от рака его собственную дочь, когда светила науки вынесли девушке смертный приговор. Сам по образованию врач Кубичек честно признался, что не в силах объяснить механизм излечения своей смертельно больной дочери. Да, целитель удалил опухоль обычным перочинным ножом, ничего не стерилизуя. Одним жестом остановил кровь, и при этом пациентка ничего не чувствовала. Что ж, единственным критерием оценки врачей и хиллеров должно быть исцеление больных. В противном случае, что одних, что других, нужно называть шарлатанами. Разве так уж важно всякому чуду навешивать бирку? Господь Бог наделил доброго человека высоким даром. Будьте же благодарны им обоим за это. Категорически закончил дискуссию с оппонентами Ориго глава государства. Кроме того, Кубичек позаботился, чтобы Хиллеру впредь не мешали работать, издав специальный декрет, который позволял Ориго свободно врачевать в течение 10 лет. Правда, после истечения указанного срока бразилец стараниями злопыхателей снова на некоторое время попал за решетку. Но, по крайней мере, целое десятилетие он мог спасать отчаявшихся. В день чудо-целитель принимал от 60 до нескольких сотен больных. Не всегда дело доходило до операции. Порой ситуация позволяла Ориго поставить пациента на ноги, лишь накладывая на больное место руки. Чаще всего бразилец также выдавал посетителю рецепт на необходимые препараты, которые можно было купить в аптеке. При этом
Тяжелейшие хронические хвори часто капитулировали перед простейшими лечебными средствами. А уж операции Хиллера на глазной сетчатке надолго лишали специалистов дара речи. Действия Ориго очень часто наблюдали профессиональные медики. Невероятный дар позволял бразильцу побеждать рак, поднимать на ноги паралитиков, возвращать глухим даже от рождения слух и слепым зрение. Терпение скептиков в белых халатах, в течение 10 лет бессильно скрипевших зубами по поводу удачливого, так сказать, шарлатана, лопнуло в 1968 году. Правда, обвинить де Фрейтаса в шарлатанстве с целью наживы не удалось, поскольку он, как и все прочие хиллеры, никогда не брал от своих пациентов ни гроша. Тогда была создана специальная комиссия под руководством профессора Генри Андреа Пухарича, в основном состоящая из американских светил. В нее входили 15 специалистов различных профилей, в том числе и видный психиатр. Часть членов командировала НАСА, часть представляла интересы ряда самых престижных университетов. В течение 17 дней бразильца разве что под микроскопом не изучали. За это время медики получили уникальную возможность пронаблюдать 170 операций и проследить за процессом установления диагнозов и определения методов лечения более чем у 1000 человек. Все диагнозы, поставленные Ориго, часть из них давались по телефону, записывались и перепроверялись. Рекомендованные знахарем таблетки, снадобья, порошки были проверены. Результаты всех операций самым дотошным образом исследованы. Все этапы операции тщательно фиксировались. Проводились детальная фото- и киносъемка, инфракрасная съемка, огромное количество тестов и анализов. Пациенты Ориго долгое время находились под колпаком у врачей. Кроме того, Хиллера подвергли самому настоящему допросу. Но бывший шахтер на все вопросы давал только один ответ. «Лечу вовсе не я. Бог это делает моими руками». Наконец, способности Хиллера решил испытать на себе лично руководитель комиссии. Пухарича очень беспокоила доброкачественная опухоль в районе правого локтя, уже довольно давно обнаруженная хирургами. Во время одной из съемок профессор почувствовал сильную боль и под влиянием момента попросил Ориго избавить его от этой напасти. Процесс удаления опухоли решили заснять на пленку. Бразилец спокойно взял перочинный ножик Пухарича, ощупал сустав и попросил пациента отвернуться. Профессор повернулся к кинооператору и дал ему указание снимать происходящее. А когда обернулся к Хиллеру, все уже было закончено. Бразилец вложил в руки растерявшегося светила его нож и извлеченную опухоль. На локте остался сильно кровоточивший разрез, который Ориго сильно прижал руками, остановив кровь. Судя по снятым кадрам, процесс удаления опухоли занял у Хиллера 5 секунд. Он сделал 2 небольших надреза, как раз над зловещим утолщением. Легонько нажал на него, и опухоль сразу же вышла из раны. Пухарич, как истинный медик, тут же стал переживать, что в разрез попадет инфекция, то и вообще начнется заражение крови. Но рубец удивительно быстро затянулся, а потом исчез. 24 июля 1968 года
В Рио-де-Жанейро в зале Музея современного искусства было проведено итоговое заседание комиссии. Вердикт специалистов озвучил профессор Пухарич. Медики, оставив в стороне самолюбие, констатировали: бразильский хиллер – это ходячий вызов современной науки. Это настоящая терра инкогнита для медицины. Было официально признано, что Орриго ни разу не ошибся в постановке диагноза или в избранной им методике лечения, затрачивая на одного человека не более минуты времени. Мы можем подтвердить 550 заключений, поскольку в этих случаях мы сами могли поставить вполне определенный диагноз заболевания. В остальных 450 случаях, например, в случаях редкой болезни крови, мы не могли быть полностью уверены в своих диагнозах, поскольку не располагали на месте необходимым для этого оборудованием. Но в тех случаях, в которых мы могли быть уверены, Орриго не ошибся ни разу. Он помогал каждому пациенту, и ни у одного из них не было никаких послеоперационных осложнений, значилось в официальном отчете. Особенно же поразила специалистов точность и профессионализм медицинских предписаний, которые Орриго нередко давал своим пациентам. Группа врачей не смогла обнаружить ни одной ошибки в выписываемых этим целителем рецептах на лекарства. Примечательно, что в процессе диагностики и составления рецептов практически неграмотный бразилец пользовался не только родным языком, но также португальским и немецким. Орриго, кстати, не считал себя всемогущим. Безнадежные больные существовали и для него. Таким пациентам Хиллер честно говорил, что не может им помочь. По счастью, подобных случаев набралось едва ли 5%. Комиссия решила остаться в Бразилии еще на 5 лет, чтобы как можно подробнее изучить феномен чудо-врачевателя. Но вскоре лекарь-самоучка снова оказался в тюрьме. Не помогли даже ходатайства его высоких покровителей и самого Пухарича. Правда, Орриго принял удар судьбы стойко. Он только пробормотал, что надо спешить делать добро людям, так как жить ему остается всего 3 года. В тюремной камере, где бразилец по-прежнему продолжал лечить пациентов из разных стран мира, Хиллер назвал проведавшему его другу дату собственной смерти. Это может показаться странным, но знавшие Орриго люди искренне горевали. Они были уверены, что необычный заключенный знает, о чем говорит. 11 января 1971 года чудо-лекарь, успевший выйти из тюрьмы, действительно погиб в автокатастрофе. Вот такой, друзья, Хиллер Орриго. Пишите комментарии, мне очень, вы знаете, интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была интересной. Я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все, друзья. Пока-пока.